Всем привет! В этой серии я буду реставрировать фасад банного домика, входную дверь и деревянное окно. Со всех элементов я буду снимать полностью старую ошелушившуюся краску и покрывать новой пропиткой лазурью. Вот так выглядело старое покрытие фасада, которое уже давно начало облезать и перестало защищать древесину, а местами уже начало подгнивать и нужно было срочно его обновлять. Для этого необходимо максимально удалить старое, так как нанесение сверху просто не имеет смысла. Окно было покрыто обычной белой краской ПФ, что никогда не стоит делать, но об этом позже. Начнем с фасада второго этажа. Снимаем старый наличник, он также пойдет под замену. Под наличником можно видеть, какого цвета изначально была пропитка, это был цвет Орегон. Для снятия старого покрытия я взял оправку для УШМ с липучкой под шлифовальные диски. Это лучший способ снять старую краску, которая шелушится. Круги лучше брать с зерном P36. Они практически не забиваются и при этом довольно быстро очищают поверхность. Если есть такая возможность, лучше поставить на вторую скорость. Ну и начинаем снимать, все отлично сходит. Круги – расходный материал и довольно быстро уходят, попадают в щели, цепляются за гвозди, их мгновенно рвет, запасайтесь. Края оправки также снашиваются и становится не очень удобно зачищать в углах. Старое покрытие продержалось где-то лет 6-7, это был то ли Пенотекс, то ли Акватекс, не помню уже. Поверхность после этих пропиток шелушится, и это очень затрудняет ее ремонт и реставрацию в будущем. На этот раз я решил выбрать другую пропитку лазурь, это Верес Platinum. Я буду наносить ее вместе с грунтом. Все эти продукты я решил применить на фасад, окно и дверь. Об их особенностях я буду рассказывать в роликах по порядку. Очень рекомендую вот эти средства защиты. Без них вы просто не сможете работать. Когда старое покрытие снято, можно покрывать грунтом. База довольно жидкая и запах тоже довольно не слабый, но она и рассчитана для наружных работ, имейте это в виду. Также база не может использоваться как самостоятельное финишное покрытие. Хорошо иметь привычку после использования вытирать края банок, чтобы потом не было проблем с высохшими наростами, плохим уплотнением и попаданием воздуха и в итоге высыханием продукта. Грунтовать я буду в два слоя. На первом слое вышло 11 квадратных метров на литр, на втором 16, и общий расход получился около 7 квадратных метров на литр в оба слоя при шлифовке зерном P36. Обязательно нужно учитывать, что на разной поверхности будет разная впитываемость, влажность древесины, строганная, шлифованная или, как в моем случае, уже старая и пересохшая, соответственно и расход в этом случае будет больше. Первый слой при температуре где-то 20-25 градусов сохнет 4-6 часов. После этого можно наносить второй слой. Когда второй слой высохнет, можно наносить финишную лазурь, ее тоже будет два слоя. Консистенция довольно густая, похожая на сгущенное молоко. Эту лазурь допускается разбавлять white-спиритом. Она будет легче и ровнее наноситься, но я разбавлять не стал, а наносил так. В итоге получилась вот такая интересная поверхность, некими пятнами, как будто ее слегка обожгли. Просто доски, которые были под солнцем, больше посерели внутрь, и сошлифовать было с них все до бела нереально.
С других, тех, что были в тени, довольно легко сходили серые пятна. В итоге получилась бы часть фасада светлая, а часть пятнами, поэтому я решил остановиться на среднем варианте. Расход лазури получился такой. На первом слое это 16 квадратных метров на литр, на втором 23 квадратных метра, и общий расход получился около 10 квадратных метров на литр оба слоя. В итоге выходит, что стоимость продуктов Верес без учета работ составляет 160-180 рублей на квадратный метр на покраску 2 слоев базы и 2 слоев пропитки. Эти цифры действительно по состоянию на 2021 год. После полного высыхания получилась вот такая поверхность. В следующем видео я буду реставрировать старое деревянное окно с полным демонтажом фурнитуры, заменой штапика, водоотливной планки. Покажу, как быстро удалить засохшую краску со стекла, а также заменю планки наличника и расскажу, чем их лучше покрасить, чтобы скрыть прозрачность слоев. Надеюсь, это видео было полезным. Всем удачи, до встречи.